Ну, вот мы и скатились туда, где нам самое место, на дно Ютуба. Добро пожаловать на канал. Сегодня мы поговорим о школе. Поэтому заранее, пожалуйста, поставь лайк, напиши свой комментарий, поделись этим роликом. Это будет как «Шатаем духовные скрепы», только про школьные моменты, которые так или иначе очень и очень всех волнуют. Как ростки пробивают асфальт, как сделать рабочие фотоаппараты из картона и фольги или крутой громкий динамик из проволоки и магнита. Как улитки тащат мини-тележку и другие крутые эксперименты, красивые кадры и ламповая атмосфера на нашем канале Ice Days. Мы будем безумно рады, если вы захотите оценить наши видео. Ссылка в описании. Вы все еще здесь? Начнем с увольнения учительницы за ее сексуальную ориентацию. Все заголовки, все статьи СМИ и все школьники, которые набрасывали мне эти статьи, все твердят, что учительницу увольняют в Брянске за то, что она, дескать, лесбиянка. И у нее есть на странице фотография, где она со своей партнершей. Так вот, я бы первый бросился защищать, будь это действительно правда, и ее бы уволили только за ее сексуальную ориентацию. Но если почитать любую статью, которая под громким заголовком подается, что действительно служит причиной, это совершенно никак не связано с ориентацией, а связано с ее профессиональными навыками. Давайте же почитаем. С детьми она вела себя совершенно непрофессионально, повышала голос, называла идиотами. Дочка мне на это неоднократно жаловалась. А потом дочка показала мне фото и видео, которые выставляет педагог. В них она открыто заявляла о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ага, что было дальше-то? Что было дальше? Ага, всем же интересно. По словам матери, если вы изучите внимательно, она решила обратиться к директору после того, как за пробные тестирования по ОГЭ эта учительница всем поставила параши прямо в журнал. Хотя пробные тестирования, дескать, не должны иметь оценок в принципе, тем более каких-то официальных, которые так или иначе влияют на учебный процесс. Тогда мамаша пошла к директрисе, а директриса все это увидела и сказала: как страшно, вот это ужас, чертова лесбиянка. Поэтому здесь стоит все-таки распределить, за что именно ее пытаются турнуть. За нетрадиционную сексуальную ориентацию или за то, что она хреновый педагог. Потому что это совершенно разные вещи. И хотя директриса сейчас пытается всеми силами сказать, что это аморально, отвратительно, зато наверняка спит с физруком и использует при этом школьный мел и какую-нибудь лентяйку прямо на задней парте, где потом сидит чей-нибудь ученик. Аморальным почему-то считаются однополые отношения. Опять-таки, причем в комментариях некоторые люди заявляют, что это пропаганда. Пропаганда на фотографиях стоять с любимым человеком. Какая пропаганда, блядь. Почитайте, что вообще такое пропаганда. Такое ощущение, что у вас некоторый диссонанс с тем, что действительно является пропагандой, и с тем, что просто, обычная человеческая жизнь. Самой этой преподавательнице настоятельно рекомендовали не связываться ни с какими СМИ и не давать никаких комментариев. Очень жаль, что она поступила именно так. Меня очень просили не общаться с прессой, намекнув на негативный отзыв, так сказать, пояснила девушка. И этим самым она просто смела эту ситуацию на нет. Если ее в итоге не оставят, то у нее не будет никакого козырька защитного из прослойки СМИ и общества, хотя ситуация весьма двоякая. И о том, как работают вышестоящие органы, свидетельствует следующее. В городском управлении образования сообщили, что пока о ситуации в школе слышали лишь от журналистов. Пока мы эту ситуацию не проверяли. Надо для начала хотя бы по телефону пообщаться с администрацией школы, сказал замначальника управления. А хули ж ты ждешь? Ты уже слышал от журналистов, тебе уже позвонили. Что ты делал все это время? У тебя есть какие-то другие важные события в твоей жизни, помимо работы? Для меня остается загадкой, каким образом ориентация преподавателя влияет на то, что он может подать своему ученику. И когда очередной комментарист спрашивает меня: отдал бы ли ты своего сына или своего ребенка какой-нибудь гомосексуальной учительнице или учителю, я бы сказал: мне без разницы, кто он по ориентации, и вы за него тоже ничего не будете никогда выбирать. Вывод один: хреновый педагог идет нахрен. Хороший педагог нетрадиционной сексуальной ориентации, да господи, пусть спит с кем хочет, это ее личное дело. Она не выкладывает, как они там стропонят друг друга вот так вот на видео. Если выкладывает в публичный доступ подобные видео, то это уже спорный вопрос, а здесь никакого спора я не вижу. И здесь ты медленно ведешь свой пальчик, нажимаешь кнопку подписки, ставишь лайк,
переходишь по ссылкам в описании, подписываешься на паблик, на Инстаграм, на канал в Телеграме. В общем, ведешь себя как послушный ученик. И ты молодец, в отличие от дебила, который напал на собственную учительницу. Что, спросите вы? А вот тогда действительно такое бывает. Вторую тему я взял только из-за того, что со мной связался один из учеников школы и говорит, что СМИ перевирают всю информацию, которая имеется, выставляя статью несколько в другом свете. В московской школе ученик 8 класса избил 61-летнюю учительницу за то, что та сломала ему наушники. И дело в том, что никто не ломал ему никакие наушники. Дело в том, что сам он по себе немного того. Я сейчас нахуй. Что ты делаешь? Что ты творишь? А я тебе, блядь, тварь, за наушники. Ну, Те же вести сообщают нам, что из-за порванного наушника восьмиклассник во время урока избил учительницу. Как сообщает московский комсомолец, инцидент произошел 15 января во время урока физики. Школьник слушал музыку через наушники, учительнице это не понравилось, она подошла, дескать, дернула, и якобы он сломался. Подросток вскочил со стула и ударил учительницу по лицу. Что за подростки нынче? Какого хрена вообще? Но вы узнаете, как эта обезьяна появилась в этой школе чуть позже, потому что мне ученик этой школы рассказал чуть более подробную версию, нежели иную, которую в СМИ вам толкают. Подросток вскочил со стула и ударил учительницу по лицу, затем по руке, в которой та держала пульт от интерактивной доски. Предмет отлетел и рассек женщине кожу. Педагог выбежала из класса и начала звать на помощь. Один из работников школы сказал, что этот паренек потом очень долго не мог успокоиться. Каким образом эта агрессивная макака попала в простой школьный класс? Итак, вот что мне рассказали. У них была самостоятельная, которую он отказывался писать, и слушал музыку в наушниках. Она подошла, сняла их с него, не сломала. Он подорвался и 2 раза ударил ее, разбив ей лицо. То есть ничего никуда не отлетало. Это он ей расквасил личико. Потом начал разносить кабинет. Приехала полиция и скорая, но его не забрали. А теперь самое интересное, как подобные обезьяны появляются в школах. Опять-таки, что говорит о том, что у нас нет специальных корректирующих классов в каких-то учебных заведениях, куда можно было сбагривать подобных, изолируя их от общества и перевоспитывая в той среде. Он должен был учиться в 9 классе, но его оставили на 2-й год. У него сидевшие родители им не занимаются, занимается им бабушка. У него что-то не так с психикой. По сути, он должен обучаться в специальных заведениях. Но наша школа решила, что все равны, поэтому он учился в обычной. Изначально он учился у нас в школе, 1 класс. Его выгнали. Потом он переходил из школы в школу, из школы в школу. Побыл даже на домашнем обучении. Начал ходить к педагогу, и она решила, что он нормальный. И благодаря этому он снова попал в обычную школу. Что касается самой учительницы физики, она собиралась работать последний год. Она вот этот вот год работает только из-за того, что в этой школе не смогли найти ей физика на замену. Поэтому она решила поработать еще год. И получила вот такой вот потрясающий подарочек. Вы спросите, когда система образования поймет, что нам нужно создавать какие-то корректирующие школы, корректирующие классы. Да хрен его знает. Но до тех пор они будут пытаться встроить в нормальный класс вот такие вот элементы, такие случаи постоянно будут происходить. Самое обидное это то, что когда случаются подобные ситуации, люди, особенно те, которые работают в этой школе, учителя, ученики, администрация этой школы, они задумываются не над тем, что произошло и как не допустить этого в будущем. Они задумываются над тем, как скрывать подобные ситуации. Не над тем, как превентивные удары по подобным конфликтам в принципе наносить, а над тем, как не выносить ссор из избы. И это очень печально, пока все это будет вот в таком вот ключе нам подаваться, через какие-то непонятные источники, случайно утекающие в сеть. Никто не будет решать эти проблемы. Соберете здесь 20 тысяч лайков, вот такую вот книжечку я купил, я просто охренел от того, что за говно там понаписано. Почему там это говно и на кой хрен это говно вообще нужно? Вот поэтому сделаю вам
ролик. И это касается финальной, так сказать, системы образования, после того, как абсорбируются все школьные знания, и ученик должен их показать. Что происходит на более низких вот этих вот звеньях, там 1 класс, там 7 класс, 8, а хрен его вообще знает, непонятно что. На этом все, большое спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось. Настало время поблагодарить тех, кто переходит по ссылке в описании и донатит. Большое спасибо этим людям, а именно Денис Куликов, Евгений Кириляк, Слуга Монолита, Шакс, Землянин, Иван Пиональный, Диша, Тетя Юля, Никита, Алейна 13 и Пашка Черепашка. Большое спасибо вам за донат. Хотите в эту же графу, переходите по ссылке в описании и донатьте. Всем пока!